Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Нидерланды. Итак, поехали. Нидерланды часто называют Голландией, но Южная и Северная Голландия – это лишь 2 из 12 провинций нынешних Нидерландов. Эти провинции были на протяжении всей истории самыми развитыми и поэтому наиболее известными за пределами Нидерландов. По этой причине во многих других странах Голландией часто называли эту страну. Чем меня больше всего удивили Нидерланды? Здесь очень много приезжих и из других стран Европы, и со всего мира. А Амстердам – это просто эпицентр мигрантов. Но в 90 случаях из 100 это будут не беженцы из Африки, Азии или Ближнего Востока. Нет, это студенты, айтишники, высококвалифицированные специалисты, просто рабочие из других стран Европы. Куча самых разных людей со всего мира. Мне это очень нравится. В Нидерландах нет проблем с языком. В любом месте можно общаться на английском. У меня есть знакомые, которые за 3-4 года здесь так и не выучили ни слова на нидерландском. Им это не нужно. Я могу вспомнить только 3 случая, когда со мной не смогли общаться на английском. И все 3 случая это были очень пожилые люди, бабушки, которым более 80 лет. Но будет ошибкой думать, что здесь только приезжие. Чаще всего в любом городе вы будете слышать именно нидерландский язык. И чем дальше от больших городов, тем чаще. В Амстердаме, пока идешь по улице, будет нидерландский, английский, испанский, нидерландский, немецкий, нидерландский, английский, арабский, русский, нидерландский, португальский, нидерландский. А вот в Харлеме из 10 фраз, которые до вас долетают, 8 будут на нидерландском языке. Отношение местных к приезжим чаще всего нейтрально вежливые. Они привыкли, что здесь толпы иностранцев, и особо их это не смущает. Мы ни разу не встретились с какой-то грубостью. При этом в частной беседе знакомые нидерландцы не особо лестно отзывались о нелегальных мигрантах. Нидерландцы очень высокие. Это не миф. В России мои 180 сантиметров считаются высоким ростом. Здесь же я низкий, и это очень непривычно. Также они более спортивные, чем россияне. Очень много людей занимаются спортом, бегают, ездят на велосипедах, гуляют в парках. Здесь очень мало людей с избыточным весом, даже среди пожилых. А вот пожилых людей очень много, и они на удивление активные. Особенно поражает,
когда какая-нибудь 70 плюс бабушка куда-то едет на велосипеде или кабриолете. И да, если вы видите дорогую и вычурную машину, скорее всего, за рулем будет пожилой нидерландец или араб. Здесь нет протестов БЛМ, нет каких-то ужасных гетто. По улицам не бегают оскорбленные религиозные фанатики. Но при этом здесь будет много людей с разным цветом кожи. Вы можете увидеть женщин в хиджабе, но гораздо реже, чем, например, в Москве или Лондоне. У нас не возникло ни одной проблемы на расовой почве. У моих знакомых тоже. Но, наверное, если очень хочется, то найти приключения всегда можно. Наркотики. Как дела с ними обстоят в Нидерландах? Здесь много кофешопов, это не миф. Запах травы вы начнете различать примерно через пару часов нахождения в стране. Если присмотреться к контингенту людей, которые там сидят, то это будут или туристы, или люди не самой приятной наружности. Все-таки пьянство и курение сказывается на организме, а местные скорее за здоровый образ жизни. Отдельная тема – это правила и их соблюдение. Нидерланды не Германия, где все регламентировано и шаг вправо, шаг влево, штраф. Ситуацию с правилами прекрасно передает такое голландское слово «кхедоун». Если нельзя, но очень хочется и никому не мешает, то иногда можно. Траву курить на улице нельзя, но если не мешаешь и спокойно сидишь в парке, то можно. Мусор складывать вне мусорных баков нельзя, но если они забиты, то рядом образуется куча пакетов. И так далее, и тому подобное. Я не говорю, что это правильно. Я просто говорю, что это есть. Резюмируем. Люди в Нидерландах не сильно отличаются от всех нас, но часто они вежливее и спокойнее, более здоровые, не зацикленные на правилах, нормально относятся ко всем, кто им не мешает жить, и сами не мешают жить другим. Друзья, вот такой рассказ. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!